Добрый день, дорогие друзья! Христос воскресе! С вами руководитель Православного паломнического центра «Россия в красках» в Иерусалиме Павел Платонов. Началась неделя апостола Фомы, вторая неделя по Пасхе, называемая также Антипасха. Почему вдруг Антипасха? Мы ведь привыкли, что анти – это нечто противоположное, противоборствующее. В данном же случае анти имеет другой оттенок, а именно как повторение чего-то. Антипасха связана с апостолом Фомой, а именно с его первой встречей с воскресшим учителем Иисусом Христом, который уже являлся всем ученикам в первый день своего воскресения. Но, как мы говорили раньше, апостол Фома среди них тогда не было. Ему явился Христос ровно через неделю на 8-й день, как написано в Евангелии по своему воскресению. Для Фомы это повторение, персональное повторение воскресения или Пасхи. В этот день Фома наконец поверил, что Христос воскрес, и первый из всех назвал учителя Богом. Об этом апостоле мы узнаем из двух всего эпизодов из Евангелия от Иоанна. Эпизод, связанный с воскрешением Лазаря, и эпизод встречи апостола Фомы с воскресшим Христом. В народе ходит устойчивое понятие «Фома неверующий», напрямую связано со вторым евангельским эпизодом. Почему Фома не поверил свидетельству своих друзей? Смотрите, ученики растеряны, напуганы, разбросаны кто где, разъединены. А кого мы видим у креста? Только Иоанна. Фома вообще пропадает и даже не находился среди учеников на 3-й день после казни. Скорбь его велика настолько, что Фома не хочет видеть никого. Но в сердцах апостола теплится надежда, что это не конец. Они ждут этой радости и в то же время не верят в ее вероятность. Они получают эту радость, когда Христос приходит ко всем сразу в день воскресения Спасителя. Когда Он является на трапезу и входит через закрытые двери и приветствует их, и трапезничает с ними. Но Фома при этом не присутствует. Они все видели, а он-то нет. И когда Фома слышит их свидетельство о воскресшем Христе, ему их слов и радости просто недостаточно в силу его характера. Разве он не хочет, чтобы Господь снова был с ними? Конечно же, он искренне желает этого. Но он должен быть абсолютно уверен, чтобы жестоко не разочароваться. Его неверие происходит именно из жажды веры, а не из-за ее отсутствия. Да, Фома обладал логическим складом ума, который заставлял его сомневаться и проверять, и искать доказательства. Но ведь он был отважно предан и верен Христу. «Пойдем и умрем с Ним», — сказал он в эпизоде о воскрешении Лазаря. Ученики отговаривали Спасителя идти в Иерусалим, там уже искали его первосвященники, и было просто опасно. Фома же готов был идти с Ним до конца. Фома не верит. Но разве не хочет он поверить в то, что Христос воскрес? Он всем своим существом хочет узнать эту истину. И Христос по милости своей приходит именно к нему, сомневающемуся, и дает ему тот ответ, которого Фома ждал, потому что видит его жажду веры. Неравнодушное неверие Фомы и привело его к Богу. Он не просто равнодушно говорит «я вам не верю». Он говорит жаждой узнать истинность воскресения. «Если не увижу, не поверю». То есть не принять на слово, а всем своим существом узнать и прочувствовать.
И Христос пришел именно таким, каким хотел его видеть Фома. Со всеми ранами, которые хотел видеть Фома. И даже вложить перста и руку в них. Мир вам, шалом алейхим, приветствует Христос учеников своих, снова пройдя сквозь двери. И сразу обращается к Фоме. «Подай перст твой сюда и посмотри на руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, а будь верующим». А Фоме уже достаточно только увидеть учителя. Иоанн не говорит, что апостол все же попытался потрогать раны Спасителя. Нет. Он только увидел, услышал Христа и сразу же первым и единственным во всех 4 Евангелиях назвал Христа Богом. «Ты мой Бог». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженные не видевшие и уверовавшие». Я хочу подчеркнуть, что неверие Фомы не было пассивным. Не верю, вот и все тут. Он искал подтверждение истине, которую не мог принять сразу в силу его непростого характера. А что, ученики сразу поверили в воскресение? Они же тогда не поверили Марии Магдалине. Все плакали и рыдали по Христу. Мария Магдалина пришла и возвестила, что видела учителя, что жив он. И Марк повествует, что не поверили ей. И вечером Христос явился 10 на трапезе. Вот тогда только поверили. И в конце Евангелия от Марка Христос упрекает учеников своих в неверии и жесткосердии, что видевшим Его не поверили. Христос говорит апостолу Фоме, что блаженны не видевшие, но уверовавшие. Это о всех последующих поколениях и о нас с вами. Мы верим в Бога, но не видели Его. Но несомненно, что веры в Бога без самого Бога не может быть. Бог открывается тем, кто хочет Его постичь, как открылся апостолу Фоме. Приходит так, в такой форме, как это необходимо каждому. Фоме нужны раны? Пожалуйста, вот тебе ответ. Вот раны мои. Давай перста свои и осижи. Сомневайтесь, не страшно. Важно продолжать искать Бога, и найдете. Господь придет к каждому, кто ищет Его. А потом, приняв Бога, важно полюбить Его всем сердцем и душой. О чем гласит первая заповедь? «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем твоим, и всей душою своею, и всем разумением своим». Просто ли это? Очень непросто. А вторая заповедь – «Возлюби ближнего своего, как себя самого». Любовь к Богу и любовь к ближнему – вот основополагающая данность религии и веры. Эти основы прочно связаны между собой. И одно без другого существовать не может. Слова апостола Иоанна, который говорит: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Тоже об этом. Господь учит учеников своих во время последней прощальной трапезы. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». И еще Он сказал: «Потому узнают все, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собою. Узнают, что вы мои». То есть по любви и ее плодам узнают, что они с Христом, что они христиане.
огромное значение имеет личный пример христиан для неверующих людей. А те, в свою очередь, сразу готовы подловить нас на поведение, не соответствующим основам христианской любви и праведности. Много раз мне приходилось слышать от израильтян обидные, но правдивые слова. Ведь они же христиане, почему же так поступают? Видите, как легко унизить нашу веру в глазах неверующего человека и иноверца. Раз ты называешь себя христианином, так будь им. Не позорь веру нашу и Бога нашего. Вот сейчас все очень переживали о том, что опустел храм гроба Господня в Иерусалиме. А ведь что мы наблюдали в последнее время в Иерусалимском храме, постоянно приводя туда паломников? Конечно, приходят в храм люди просто посмотреть и узнать что-то новое. Разные люди наполняют храм. И верующие, и сомневающиеся, и атеисты. Но даже среди верующих единицы, повторяю, единицы, кто действительно понимает и чувствует, в какое место предстоит ему сейчас зайти. Не замерли в страхе и благоговении, не льется молитва благодарности к тому, кто ради любви к человеку и ради его спасения перенес муки и смерть. В очереди праздные разговоры, смешки и просто тоска от ожидания. Отстояли в очереди и не попали внутрь, сразу негодование, возмущение. Возникают ли у кого-нибудь мысли, а почему Господь отказал мне в посещении своего гроба? Я уже говорил раньше, что жизнь христианина – это постоянное стремление к образу и подобию Божьему. Это постоянная борьба с самим собой и постоянный самоконтроль. Не осуди, не солги, пожалей, помоги, где-то воздержись, где-то смирись, милостыню твори, люби своих ближних и дальних, как завещал Господь. Сейчас именно то время, когда можно проявить все свои лучшие качества, те качества, проявление которых ждет от нас Господь. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Широкий путь – это жизнь, направленная к обогащению и плотским утехам, а узкий путь – это жизнь, направленная на исправление своего сердца и на добрые дела. Это слова Христа из Нагорной проповеди, к которой я обращусь еще в своих видео. Мы дойдем и до этого. На этом я прощаюсь с вами. С вами был Павел Платонов. Будьте здоровы и до новых встреч!